Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в доме, чтобы не было в вашей жизни, не было бед, проблем и неприятностей. Девочки и мальчики, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Также, девочки и мальчики, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, нам очень-очень приятно. Итак, давайте с вами начинать. Все мы любим свой дом и стараемся сделать его и уютным, и всячески стараемся поддерживать в нем чистоту. На энергетическом уровне стараемся притягивать только в свой дом светлые энергии, проводить вовремя чистки, приглашать в дом только добрых и с чистой душой людей, но и стараемся следить за тем, чтобы порядок был и с вещами, и с предметами, чтобы поверхности были без пыли, пятен, и все находилось на своих местах, соблюдая при этом все правила. И вы знаете, в какой-то степени это очень непросто, но это стоит того, чтобы когда после трудного дня вы возвращаетесь домой, вы хотите и желаете, чтобы везде ощущался и комфорт, и уют. Мы также стараемся обустраивать жилье, так как нам это нравится. Покупаем для этого всякие картины, сувениры, зеркала, скатерти, мебель, шторы, посуду и даже постельные принадлежности, так как используем это все в повседневной жизни. Тем самым мы излучаем радость, счастье, и чем больше нам нравится то, что нас окружает, тем больше положительных энергий мы и с вами излучаем. В доме должно быть приятно находиться, в него скорее должно хотеться возвращаться, в нем нужно ощущать спокойствие и защищенность, так как от этого зависит напрямую ваше энергетическое поле. А вы ведь знаете, что крепкое энергетическое поле – это потоки сильных энергий. Это возможность противостоять негативу со стороны, а также здоровый сон, от которого зависит весь наш день. А вот слабое биополе – это любое влияние негатива со стороны, проблемы во всех сферах жизни. Часто, когда что-то у нас не ладится, возможно, рабочий день задался не так, как хотелось бы, и, вернувшись домой, мы ощущаем облегчение. Нас перестает тревожить то, что еще несколько часов не давало спокойно вздохнуть. И так получается из-за того, что, зайдя в свой дом, мы чувствуем силу, мы чувствуем энергетическую подпитку. Недаром ведь говорят, что дом – это крепость тех людей, которые в нем живут, и от толщины стен зависит состояние всех членов семьи. В данном случае под толщиной стен подразумевается энергии, которые ее наполняют. Поэтому берегите свой дом, не позволяйте никому вносить в него какие-то либо коррективы, даже если это пытаются сделать ваши близкие люди, с которыми вы не живете под одной крышей, но они должны командовать в своем доме, в своей крепости, но не в вашей, так как, допустив это, вы позволите им разрушать энергетику вашего жилья, что неблагоприятно скажется на тех, кто в нем живет, а исправить это намного будет уже проблематичнее, чем изначально не допускать такого. Наши предки передали нам много своих наблюдений, знаний для того, чтобы помочь нам, а многих из них, на которые вам нужно обратить внимание, давайте в первую очередь с вами проговорим. И давайте начнем с такого вот главного сакрального предмета в нашем доме – это стол. Он отвечает за достаток, за стабильность и благополучие вашего жилья. Поэтому очень важно, чтобы он был из натурального материала, такого как дерево, а также чтобы он был крепким. Ни в коем случае он не должен шататься, так как это притянет в ваш дом финансовые проблемы. Даже если вы будете большую часть своего времени проводить на работе, вы все равно не сможете справиться с финансовыми проблемами. Стол не должен скрипеть, иначе у главы семьи будут постоянные проблемы со здоровьем. К столу нужно относиться с радостью, с удовольствием. Нельзя сметать крошки со стола рукой. Для этого у вас должна быть обязательно специальная мочалочка, которая будет предназначена только для этих целей. Иначе у вас будут в доме возникать конфликты на почве денег. Не позволяйте никому из гостей сметать крошки, так как такой человек
может отобрать благополучие из вашего дома. Если такое произошло, тогда возьмите 5 раз, щелкните пальцами на правой руке и проговорите такие слова. Благополучие из этого дома не уйдет, а вот ты, называйте имя того, кто это сделал, с чем пришел, с тем и уйдешь, ничего в моем доме не обретешь. Так вы нейтрализуете негатив от данного действия. Нельзя стучать кулаком или ладонью по столу. Этим действием вы притягиваете ссоры и разногласия в вашу семью. Многие совершают непоправимую ошибку, когда бьют яйцо о стол, тем самым притягивают разрушительный негатив. Стол его приумножает, и в результате человек лишается счастья. В дом начинают приходить различные беды. Да, сначала, возможно, они небольшие и даже незаметные, но если человек продолжает и дальше это делать, они становятся уже более заметными. Нельзя на столе оставлять грязную посуду, а также пустую. Это привлечет в дом долги, лишит стабильности. На столе не должны лежать никакие предметы, кроме тех, которые будут помогать вам притягивать в дом сильные положительные энергии. Деньги, стол – это место для еды, а для посторонних предметов должны быть свои определенные места. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет это для вас, так как вы сможете тем самым сохранить свое энергетическое поле, и вас не будут мучить та же бессонница и депрессия. Очень важно следить и за тем, какая посуда у вас в доме. Нельзя, чтобы тарелки были со сколами, с трещинами. Это, к сожалению, будет привлекать к вам денежные проблемы. Посуду нужно периодически обновлять, особенно если у нее начал теряться внешний вид. Стираться рисунок, нарушаться позолота. Если этого не делать, будут проблемы с удачей, а также с достатком. Многие сейчас стараются покупать посуду нестандартной формы, но этим самым они нарушают беспрерывное движение энергии, которое возможно запускать с помощью круглой посуды, приумножив светлые энергии, которые излучают люди, собравшиеся вместе за приятным времяпровождением. Также нельзя покупать посуду темно-синего, черного цветов. Такая посуда притянет к вам сплетни и интриги. Не стоит есть из чужой посуды и не позволяйте это делать из вашей, так как в такой момент вы можете подобрать чужой негатив, даже если он будет заключаться в плохом настроении, отдав взамен свою уже положительную энергию, или же у вас ее таким действием отберут, к сожалению, даже целенаправленно. У хозяев дома со всеми вещами очень тесная взаимосвязь. Все вещи в доме напитаны энергетикой тех людей, кто в нем живет. Посуда эту энергетику впитывает в очень большом количестве, поэтому не позволяйте никому мыть посуду в вашем доме, так как такое, казалось бы, на первый взгляд безобидное действие может отобрать из вашего дома особую энергетику вашего жилья. Успех, любовь, а к вам взамен придут проблемы, недопонимания, ссоры, измены и даже денежные проблемы. Сами также никогда не мойте посуду в гостях, так как это может отобрать энергетику данного дома. Если она была хорошей, вы, конечно, ничего плохого не получите в свою жизнь. А вот если в данном доме происходят постоянные скандалы, ссоры, есть определенные проблемы, о которых вы не знаете, то знайте, что ничего хорошего вас ждать не будет. Посуду в свой дом должны покупать только вы. Прислушивайтесь при ее выборе к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам на энергетическом уровне, какую выбрать. Делая так, в вашем доме всегда будет достаток, и точно у вас не будет никаких проблем. Далее зеркала. Это еще один сакральный предмет, от которого зависит то, что вы будете притягивать к себе, когда будете в него смотреться, а также то, что оно будет излучать и тем самым наполнять ваш дом. Запомните одно простое правило: перед зеркалом никогда нельзя ругаться. Это лишит вас мудрости. Также никогда и не плачьте перед зеркалом. Это лишит вас красоты. Не подходите к нему, когда вы ощущаете недомогание, чтобы не разрушить свое биополе. Также не ешьте перед зеркалом. Это притянет головные боли и болезни.
Не фотографируйтесь перед зеркалом. Да, это модное сейчас действие, и оно способно, к сожалению, привлечь проблемы и с кожей, и с волосами, а также нарушить ваше биополе. Возможно, если вы один раз сделаете такую фотографию, ничего не произойдет, но вы должны понимать и то, что все в нашей жизни имеет накопительный эффект, и рано или поздно все возвращается на круги своя. Также нельзя спать и напротив зеркала, так как это притянет в вашу жизнь кошмары, апатию. Если вы будете отображаться со своей второй половинкой, то и проблемы интимного характера. Поэтому может даже страсть уйти из вашей жизни. Не расчесывайте волосы перед зеркалом в ночное время, так как причешете к себе конфликты с близкими людьми. Не смотритесь ни с кем одновременно в зеркало, смешайте ваши энергии. Если человек, с которым вы будете смотреться, не будет хватать вашей, он ее заберет, а вы взамен получите негатив. Если это завистливый человек, он отберет у вас то, чему завидует, а вам своим негативным посылом перекроет доступ для получения хороших энергий. Нельзя смотреться в зеркало и с трещиной, со сколами, так как это притянет в вашу жизнь одни беды, проблемы и неприятности. Нельзя смотреться и в разбитое зеркало. Это действие способно полностью перевернуть вашу жизнь. А для незамужней девушки, женщины, такое действие еще и притянет проблемы личного характера, а как результат одиночества. Не подносите к зеркалу и маленьких детей, они слишком подвержены негативу. И если зеркало его впитала, то передаст малышу. А это что его сделает? Его делают капризным. Кроме того, правильно нужно проводить уборку в своем доме, так как от этого зависит энергия, которые наполняют ваш дом. Если они положительные, то таким образом они будут притягивать такие же. Если отрицательные, значит будут притягивать негатив, который вам в вашем доме совсем не нужен. Запомните также одно простое правило: не выносите мусор после заката. Таким действием вы притягиваете в свой дом постоянные денежные проблемы, от которых невозможно будет избавиться. Нельзя мыть полы и после захода солнца. Так вы вымываете из своего дома добро, дружбу, изобилие. Нельзя протирать все комнаты одной тряпкой. Ее нужно постоянно полоскать, иначе в доме между членами семьи будут возникать постоянные ссоры. Нельзя и вытирать пыль в вечернее время, иначе вы разозлите домового. Не подметайте пол и после ухода из вашего дома близких людей, так как у вас с ними испортятся отношения, и они больше к вам не придут. Не метите двумя вениками, выметите хозяина из своего дома. Всегда начинайте уборку от порога. Тогда, таким образом, вы притянете в свой дом изобилие, а вот если вы будете мести от порога, то, к сожалению, выметите его. Незамужние девушки, неправильно подметая, поставят для себя энергетический блок от женихов, из-за чего будет очень трудно познакомиться с достойным человеком, а знакомства, к сожалению, будут происходить только с несерьезными людьми. Если в вашем доме живет домашнее животное, запомните, это в первую очередь ваш друг, это не игрушка. Вы с ним связаны в первую очередь на энергетическом уровне. Обижая его, вы будете разрушать свою энергетику, а вместе с ней и свою жизнь. Будете кричать на животное, с вашей второй половинкой будут постоянно возникать какие-то сложности, проблемы, недоразумения. Ударите животное, навлечете на себя беды, от которых не сможете избавиться на протяжении многих лет. Вы должны к своему животному относиться с добром. В таком случае оно будет вам на энергетическом уровне помогать и возвращать добро и любовь уже в большем размере. Это сильные энергетические проводники, которые способны влиять на вашу жизнь, поэтому берегите их и уважайте, чтобы в жизни все складывалось благополучно. Также, девочки и мальчики, никогда не приглашайте в свой дом тех людей, которых вы не уважаете, которые вы прямо чувствуете на интуитивном уровне, что они отправляют вам негативные посылы. Для этого у нас там есть кафе, для этого у нас есть рестораны, парк, где вы можете встретиться и обсудить те или иные вопросы по любым темам, но не приглашайте их домой. Очень часто бывает так, что человек приходит в новый коллектив и начинает всех в коллективе приглашать к себе домой, или ребенок ходит в детский сад, в школу, и таким образом, приглашая родителей, одноклассников, стараются как-то завязать новые знакомства,
знакомство, дружбу и так далее. Вы должны понимать и то, что вы не знаете, чем вообще занимаются этим людям, что у них в голове, какие они несут энергии и посылы. Даже бывает так, что вы дружите с каким-то человеком очень долгое время, и в какой-то момент вы прямо чувствуете, что что-то происходит не так. Вы знаете, ваша интуиция, да, дает вам подсказки, поэтому разберитесь, что же происходит на самом деле, почему в отношении с этим человеком, например, у вас же дома какая-то не очень хорошая ситуация, например, разбилась чашка, или ваше домашнее животное показало что-то, что было понятно, что кошки или собаки, например, или даже попугаю неприятен стал этот человек, и вам стоит разобраться, не спешите дальше его приглашать, потому что, возможно, он принес к вам, например, подклад или еще что-то, и вот животное таким образом пытается до вас донести очень важную информацию. Не игнорируйте, пожалуйста, эти подсказки, используйте их в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Друзья, у нас очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.